Переходим к следующему, друзья, слайду. Здесь мы будем говорить о городе, муниципалитете Ародипу. Вот он так на карте выглядит, можете посмотреть. И также новое жилье подорожало на 0,54 всего лишь за месяц, что составило 1864 евро за квадратный метр. Но вы уже почувствовали, да, муниципалитет Ларнака или Ларнака, там 2700 евро, 2700 евро, там, ну, плюс-минус. А здесь, ну, значительно уступает, да, то есть совсем бюджетное жилье даже для, ну, постсоветских стран, так прямо назовем. Итак, мы видим, что вот здесь внизу табличка. За месяц стоимость подорожала на 0,54%, это старое жилье. Также можете посмотреть в разрезе локаций, которые мы тоже отслеживаем, в общем-то, как любой скрупулезный исследователь того или иного рынка, в данном случае рынка недвижимости острова Кипр. Давайте посмотрим, а что же произошло с новым жильем в муниципалитете Ародипу. На период исследования 1 год, 11 ноября 2024 год, это 1805 евро за квадратный метр. И 1864 евро, это у нас ноябрь 2025 года. Рост 3,25%. Можете вверху посмотреть. И также подытоживающие данные, внизу экселевская табличка с локациями, которые тоже достаточно, ну, отличаются друг от друга в зависимости, где находится недвижимость, в какой географической точке. Переходим к следующему слайду. Здесь мы говорим о старом жилье муниципалитета города Ародипу. Видим, что средняя стоимость 1610 евро, ну, в общем-то, за 200 евро отличается. Если по карте вы сравните, видите новое жилье, старое, то вы увидите разницу. Итак, 1610 евро стоимость квадратного метра и также рост плюс 0,31% за месяц. Эти же данные вы можете посмотреть внизу табличка. Ну и по локациям, по географическим точкам тоже можете сориентироваться. Переходим к следующему слайду и разбираем, что произошло со старым жильем на протяжении 1 года. Ноябрь 2024 год, видим 1559 евро. И ноябрь 2025 год, это 1610 евро, муниципалитет Ародипу, старое жилье. Рост плюс 3,29% роста в годовом измерении. То есть, в принципе, еще раз повторюсь, в целом провинция Ларнака показывает вот, ну, абсолютно адекватный рост стоимости на рынке жилой недвижимости. Дальше в конце видео мы подытожим это все. Я еще раз объясню, что такое адекватный рост, неадекватный, или почему я так это считаю. Переходим к следующему слайду. Здесь мы видим Ливадия Ларнакас, это у нас муниципалитет. География его, вернее, видим, Google Map отрисовывает его локацию таким образом. Новое жилье 2538 евро. Чувствуете разницу, да? То есть это на втором месте после муниципалитета Ларнака. То есть там 2700, а здесь 2500, ну там с копеечками. Это новое жилье. Рост плюс 0,20% за месяц. Можем посмотреть внизу табличку и тоже, в общем-то, продублируем данные. 2538 евро квадратный метр, рост плюс 20%. Давайте посмотрим, что произошло в течение года с данным городом, муниципалитетом Ливадия Ларнакас. И видим, что в ноябре 2024 года это 2509 евро. И в ноябре 2025 года это у нас 2538 евро, что показало динамику роста плюс 1,14%. Но вы видите, да, вот здесь внизу я показываю подытоживающие данные в табличке Excelевской. Ну или же ориентируйтесь сверху, также я даю данную информацию. Следующий у нас слайд – это старое жилье в муниципалитете Ливадия Ларнакас. Также динамика роста плюс 0,23%.
Друзья, ну, я надеюсь, и вы не устали от цифр. Я стараюсь, как оно, не спешить говорить не спеша, чтобы вы просто услышали эти цифры, потому что, еще раз повторюсь, рынок недвижимости характеризует, друзья, только и только цифры. Это стоимость квадратного метра. Ну, если вот совсем по-простому, на самом деле много показателей, которые характеризуют состояние рынка. Это и стоимостные, так сказать, показатели, о которых мы сейчас говорим, и количество сданного в эксплуатацию жилья, это мы будем говорить уже в других видео. И в целом, сколько было продано недвижимости за тот или иной период, это тоже показатель, который характеризует состояние рынка. Ну и, конечно же, количество квартир, которые выставляются для продажи, то есть предложения. Это тоже очень важный показатель, который также характеризует состояние рынка недвижимости. Но сейчас мы говорим с вами о стоимостном показателе. Итак, зафиксировали, что старое жилье подорожало на 0,23%. Внизу табличка подтверждает наши с вами, так сказать, умозаключения. Что произошло за год? В данном муниципалитете рост плюс 1,23%. Ноябрь 2024 год, это видим, 2111 евро. И уже ноябрь 2025 год 2137 евро, что на 1,23% показало нам динамику роста за год. То есть вполне вменяемая, нормальная ситуация на рынке.